Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане всегда готова подарить публике потрясающие шоу, среди которых бесспорным лидером были и остаются показы дома Армани. Сегодня, друзья, я хочу познакомить вас с коллекцией весна-лето 2023 линейки Emporio Armani, где наряду с утонченной элегантностью, мягкой женственностью и безмятежностью одновременно столько удивительной, чарующей красоты, восхитительного шарма и какого-то внутреннего, яркого, жизнеутверждающего света. Модное действо состоялось в выставочном пространстве на фоне огромного светодиодного экрана. На оформление подиума вдохновили краски заката на берегу с переливами и бликами лучей уходящего солнца на поверхности тихой воды. Стартовал показ с брючных костюмов в достаточно сдержанной, если не сказать скромной цветовой гамме. Светлые оттенки, тонкие ткани, плавные линии кроя и временами еле заметный графический узор. Все вроде бы чинно и благородно, но в то же время очень чувственно, нежно. Особенно, где в модном ансамбле вторым слоем добавлена летящая прозрачная органза. Понемногу к этой, я бы даже сказала, бесцветно-бледной палитре подмешиваются более темные тона, которые далее вновь вытесняет чистый невозмутимый белый. И на данном этапе просмотра коллекции любой из вас, мои дорогие зрители, очень даже возможно будет готов заскучать. Но именно в этот момент на подиуме образы вдруг заиграют. Нет, не яркими, а скорее манящими, радующими сердце и взгляд, наполненными ароматом весны оттенками. Свежая мята, чайная роза, благоухающая сирень и лаванда, всевозможные полевые цветы или тропическая экзотика. Абсолютно в любой трактовке наряды смотрятся превосходно. А часть из них еще вдобавок украшена искусной бисерной вышивкой. Форму цветочных бутонов повторяют акварельные принты, сверкающий стразами и пайетками декор. На создание эффектных ансамблей новой линейки большое влияние оказали мотивы культуры Восточной и Юго-Западной Азии. Джорджо Армани использовал во многих образах коллекции элементы одежды этнических групп, народов Китая, Японии, Персии, Аравии. Далеко не последнюю роль также сыграли роскошные ткани, легкие, летящие, с манящим блеском, тонко невесомой фактурой или волнующей прозрачностью. Романтизм. Мы часто упоминаем этот термин в описании модных луков. И здесь я бы хотела отметить, что романтизм бывает разный. К примеру, гипертрофированный, как на показах Джамбаттиста Валли, Каролина Эррера, или вот такой, едва уловимый, чуткий, очень можно даже сказать милый, как в линейке Emporio Armani. Понятные, невычурные, простые фасоны так изящно, естественно, без надрыва, дополняются цветочными узорами, аппликациями. Полупрозрачная ткань не делает явный акцент на пикантной подробности, а мягкие, словно обтекаемые силуэты построены на плавных линиях и пропорциях. Пожалуй, именно этого на прошедших неделях моды так часто и не хватало. Из интересных деталей привлекают внимание вновь вернувшийся в моду стильный берет и кокетливые шляпки. Широкий ремень из прозрачного силикона или тканевый с огромной квадратной застежкой. Плетеные словно рогожка сумки и обувь. Массивные украшения из цветного пластика. В финале показа зал аплодировал стоя. А это немаловажный признак успешного бренда. В комментариях дизайнер отметил, что в повседневной жизни нам следует больше уделять внимание тому, как мы одеваемся. Не просто носить самые лучшие вещи, а не лениться и более тщательно продумывать образ. Что ж, совет в общем-то базовый, и это точно работает. Теперь же, мои дорогие зрители, давайте просто наслаждаться просмотром прекрасной модной линейки под маркой Emporio Armani. Скажу большое спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем красоты и совершенства, хорошего дня, чистого синего неба и теплого, солнечного настроения!